Привет! Сегодня у меня в планах Франция, Италия в Париже. Причем я буду на гостевой вместе с итальянцами. Пытаюсь себя чувствовать чуть больше итальянцем. Чао, аморе. В общем, сейчас я в Копенгагене и двигаюсь в Париж. В Копенгагене было хорошо, интересно, но, наверное, маловато. Есть повод еще как-то вернуться. Может, как-то на Копенгаген именно смогу сходить. Но тут удобно, с Милана можно где-то за 15 евро прилетать. Буду ехать в аэропорт на метро. Ладно, на метро не прокачусь, на поезде поеду. Тут куча опций. Я уже в аэропорту. Продолжаем тестировать бизнес-лаунжи. В Копенгагене в этом терминале их два. Есть какой-то Carlsberg Aviator Lounge. Есть еще второй. Ну, попробуем Carlsberg. Не самый насыщенный стол, что я видел. Но, в принципе, позавтрак уже неплохо. Ждать рейс можно, который, кстати, задерживается. Такие вот кресла в ожидании в лаунже. С этого гейта летят в Париж в Шарль-де-Голль, а я буду лететь с соседнего в Париж-Бове. Я знал, что Париж-Бове — это дыра далеко от Парижа, но только сегодня я осознал, насколько далеко. Но лучше так, чем никак. В Бове мне перелет обойдется 78 евро. Это самый дорогой перелет в этой цепочке перелетов. Ну, потому что я брал не супер заранее. Если брал бы заранее, можно было бы и подешевле. Но в Шарль-де-Голль, наверное, стоило бы прилететь уже 250-300, видимо, раз я его не выбрал, а взял Бове. В Париже 3 аэропорта. Шарль-де-Голль, Орли и Бове. Вот Шарль-де-Голль и Орли, они в городе, туда нормально летают. А вот Бове сегодня увидите, какой это будет путь. При пешей посадке главное случайно не в тот самолет не пойти. А что, нормально, могу полететь не в Бове, а в Орли. Так, ну, типа ошибся. Не туда пошел, вошел не в ту дверь. А я прилетел в Бове, чисто ангар какой-то, с припаркованными самолетами. Ну, так. Ну, это такой типичный загородный аэропорт для лоукостеров. Вот такое я прям вижу впервые, что внутри Шенгена вот именно окошки с паспортным контролем. Необычно, французы умеют удивлять. Ну, ложная тревога, просто открыли двери, все пошли. Видимо, они рейсы перепутали. Потому что, выборочную проверку там в одном из 10-20 рейсов я еще там встречаю, могут кого-то выдернуть или там подойти полиция перед посадкой подергать. Но чтобы прилететь внутри Шенгена и чтобы все прям стали, я еще думаю, офицеров нет, чтобы кто-то контролил. Ну все, выходишь с аэропорта, то сразу с Эйфелевая башня, можно уже лететь в другую страну. Тюрам, нападающий Интера. Ну, приятно видеть сразу, что тут... кстати, это, наверное, может тоже на Италию прилетели. Ну, хотя на французов похоже. Ну и все, сейчас найду какой-то билет и полечу в Париж. Надеюсь. Но, по идее, это работает так. 17 евро стоит на автобусе доехать из Бове в Париж. И то это, по сути, не в Париж, а в Сан-Дени. Час 25, и автобус привез меня в Сан-Дени. Как я понимаю, это пригород Парижа. Ну, юридически, наверное, отдельный город, но по факту понятно, что Париж настолько разросся, что в сути это Париж. Так, сейчас прыгаю на метро и поеду заселюсь. На метро вот просто взять и картой заплатить, как в Милане, нельзя. Надо покупать билет. Разовая поездка на метро стоит 4 евро, на секундочку. И как мне объяснили, что это только на метро, что это не работает на автобусы, на все такое. Ну, правда, неизвестно, может, она не так поняла мой вопрос, потому что она английский не знает. Старенькое французское метро, оно мне просто прям противоположный конец Парижа. 50 минут еще ехать. Я выяснил, почему вдруг разовый проезд в метро стоил 4 евро. Вообще проезд в метро стоит 2,10. Но сейчас же была Олимпиада, и французы подумали, а почему бы в честь Олимпиады не поднять с 2,10 сразу до 4? И это сейчас до 8 сентября будет длиться, а потом им вернут на 2,10. И все-таки этот билет на любой транспорт. То есть я могу ехать и на метро, и на автобус сейчас придут, и на трамвай. Кажется, 2 часа я могу этим всем пользоваться. За 4, но вообще за 2,10. Было бы логично тут, конечно, поесть перед матчем сборной Италии. Это я где-то на противоположной стороне от Сан-Дени, ближе к
Парк де Пренсов, где сегодня будет футбол. Ну такой, типа, это не центр Парижа, но и не как-то супер далеко. Ну, тут симпатичненько вроде. Что Эйфелевую башню, я думаю, вы все видели. А вот кто вам покажет вот такую обычную жизнь в Париже, не самом его центре? И вот тут вот что-то, видимо, типа вкус Италии. Но проблема в том, что до матча 1,5 часа, а я еще не поселился. А мне еще отсюда до стадиона добираться, как бы не самым удобным способом. Я типа недалеко, но смотрел, что развязка не супер. Я еще не ел, не пил. В общем, ситуация напряженная, но я надеюсь, что я справлюсь. Вы знаете, я мастер по оперативному решению всех этих вопросов. Это, как понимаю, район, построенный к выставке в Париже. И вот сегодня снова ночую в хостеле. В Париже тяжко с жильем, но вот это он, Экло, 45 евро я отдал за эту ночь в хостеле. Но рейтинг хороший, для Парижа, я понимаю, это хорошая цена. Сейчас я вам, думаю, его тоже покажу. Кстати, к такой же выставке когда-то построили Эйфелевую башню. Ну, вот он, мой хостел в Париже за 50 евро. Вот такие кровати, вот эта верхняя моя, я там уже разложила вещички. Вот тут умывальничек, там душ, туалет. Это я уже мой рюкзак кинул, кстати, купил себе новый рюкзак, долго себе искал что-то подходящее, еще не нашел, но временно этот мне нравится. В общем, вот вид, комната на 6. Но может быть такое, что я буду спать в ней сам. Вот бывает, я когда снимаю хостел, я в итоге сплю в них сам. То есть, по сути, это как отель. Просто номера не на одного, а несколько человек. Но может быть такое, что ты и сам, потому что все не заполняется. Я понимаю, что тут, когда какие-то мероприятия, там выставки, олимпиада, он тут прям супер полный. А вот так вот сегодня, я думаю, что как бы нет супер спроса. Прогулялся по обычному райончику Парижа, впечатление о городе, даже, может сказать, как-то улучшилось. Приятный райончик был. Сейчас на автобусе мчусь на стадион. Раз много полиции, значит, я приехал к стадиону. Конечно, чем ближе к гостевому, тем больше полиции. Все стабильно. Это была самая строгая проверка на входе, что у меня была. У меня сняли кофту, прям один человек проверял кофту, другой меня. Плюс меня вначале проверяли стюарды, а потом меня еще отдельно проверяла полиция прямо. В общем, сурово очень за входом на гостевой в Париже. Вот я врываюсь на парк де Пренс. Сегодня в гостевом секторе Италии, конечно же. Это всегда со сложностями, но я все-таки живу в Италии, оно того стоит. Ну и понятно, я сегодня за Италию. А только что был салют в форме французского флага, я пропустил. Вот этот флаг Дюнкерк я постоянно видел на Евро. Кстати, мяч привезли на машинке на радиоуправлении. Это жесть! Франция забила гол, когда Донарума еще даже не одел перчатки. Это просто! Донарума с кем-то здоровался, не успел одеть перчатки. Мяч развели и забили. Вот это, бля, я такого еще не видел. Поддержкой на секторе порядок.
Это был Голешник, это вам не вратарю без перчаток забивать. 1-1 в перерыве. Очень обидный первый гол, когда Донарума не успел одеть перчатки. Но Италия сравняла, это радует. Но тут надо понимать, что фаворит этого матча — это Франция. Италия, к сожалению, сейчас конкретно отстает по своему уровню футбола сборной, чем Франция. В Италии нет ни одного нападения и куча других проблем. Так что, в принципе, 1-1 это достаточно неплохо к перерыву для итальянцев. Вообще интересная ситуация насчет стартовых составов. Посмотрите, у Италии 8 из 11 в старте играют в чемпионате Италии. А у Франции, в чемпионате Франции, играет только 2 игрока. То есть вот в Ницце и вот в ПСЖ. Все остальные ездят по заграницам. И смешно, что у Франции 3 игрока из Милана. То есть больше игроков в Милане играет, чем во Франции у французов. Но у Италии 3 игрока из Интера, так что это практически миланское дерби, 3-3. Вот такая интересная футбольная география. Кстати, Донарума, который стоит на воротах у Италии, который капитан, играет-то за ПСЖ, а Парк де Пренс — это домашний стадион ПСЖ, так что для него это практически домашний матч. Тут напоминают, что вот видите, на трибуне надо любить друг друга, лучше не драться. Вообще, эти все принципы футбола, никаких запрещенных веществ, только дружба. Сейчас начнется второй тайм, будем верить и надеяться на Италию. Конечно, маловероятно, но было бы классно, если бы итальянцы сегодня выиграли. Да! 1-2! Итальянцы забивают! Фанат Интера. Что, 1-3, Италия выигрывает. Итальянцы просто счастливы. Интересное наблюдение. Это стадион ПСЖ. Мы в гостевом секторе. Я тут был на матчах ПСЖ, это я знаю. Вот там вот вообще сектор фанатов ПСЖ. Обычно гостевой тут, главные фанаты напротив. Но у сборной Франции главные фанаты сидели слева от нас. Так не принято, и это очень необычно. Но я понимаю почему. Скорее всего, просто фанаты сборной Франции не хотят ничего общего иметь с фанатами ПСЖ, потому что ПСЖ во Франции не любят. Поэтому они даже на одной трибуне сидеть не хотят, там где сидят фанаты ПСЖ. Поэтому такая необычная рассадка. Тут гостевой, а тут сразу фанаты французов. Донарума идет с фанатом. Капитан сборной Италии. У вас сегодня была серьезная ошибка. Кто-то поймал игровую футболку Донарумы. Уверен, он сегодня счастлив. Нет победы счастлив в этой футболке. Ой, капитанская повязка сейчас полетит. А перчатки он эти должен сжечь после этой игры, за которых он пропустил первый гол. Кто смотрит все мои выпуски, вы должны помнить этого петушка еще с Евро. Это тот же парень, которого я на Евро снимал, он тут поддерживает свою сборную. Только тут у него есть еще братец-петушок. Как можно любить сборную Франции? Ну это ж петушки. Да, вот этот парень. Вы можете его найти на предыдущих видео.
Там проиграли, они выиграли. Знаете, 1-3 дома отлететь от самого принципиального соперника. Они все равно радуются, поют. Да, для них футбол это праздник в любом случае. 1-3 на Парк де Пренс. Вот такого принципиального соперника, как французы. Знаете, что соперничество Италия-Франция это не только про футбол, это в целом очень серьезное соперничество. Я уже вам как-то рассказывал, что у меня в детстве была футболка сборной Италии. И Италия одна из моих самых любимых сборных. И я сегодня в гостевом секторе Италии наблюдал за этой невероятной победой, которую, в принципе, люди не особо ожидали, потому что Франция была фаворитом. Но итальянцы собрались, смогли и выиграли. Причем первый гол вообще такой был, могло быть 0-3. Поэтому, это очень круто. Я в восторге, что я сегодня тут был. Это непередаваемые эмоции. И вау. Парк де Пренс был построен в 1897 году. Понятно, что не таким. В 1972 году его реконструировали. Вот, уже примерно до такого вида. Это домашний стадион ПСЖ. Он вмещает 47 930 зрителей. Понятно, сегодня он был практически полный. И построили в 98 году Стад де Франс. И основные матчи сборной перешли туда. Я на этом стадионе уже был. Я, конечно, надеялся, чтобы французы играли на Стад де Франсе, я там побывал. Но вот побывал тут второй раз. До этого был на матче ПСЖ, Лиги Чемпионов, тоже очень крутой. Через полчаса после матча нас отпустили с гостевой, но, судя по звукам, фанаты Франции там еще празднуют свое поражение. Интересная ситуация. В местном баре можно рассчитываться картой, но только визой. Водичка стоит 3 евро. Нет, нас еще не выпустили, нас просто выгнали со стадиона, и мы закрытые ждем тут. Кстати, билет в гостевой сектор стоил 20 евро. Чтобы взять гостевой, надо было брать через Федерацию Италии. По их ссылке, это несложно. Ничего не проверяли, просто я вот по их ссылке зашел и купил. А так, по-моему, от 50 стоил вообще билет и 80 куда-то по центру. А вы что, на гостевой Италии на таком матче? Я доволен, что я прошел все эти трудности, но оказался тут. С учетом того, как тут строго на гостевой, я хоть и пришел в самый притык, но я рад, что я пришел без рюкзака, потому что меня так без рюкзака обыскивали, как никогда, а то с рюкзаком, я думаю, меня, может, вообще бы и не пустили. Или пришлось бы выкидывать рюкзак ради этого матча. Спустя 40 минут после матча нас наконец-то полиция выпустила со стадиона. Такая она участь гостей. Вот так, довольно футуристично, как для 72 года реконструкции, выглядит Парк де Пренс. Возвращаемся к индексу кебаба. В Париже кебаб меню стоит 10 евро. Я взял не кебаб, а вегетарианский бургер. Мне вот меню вышло 8,50. Это с картошечкой и шрепсом. Ладно, раз это видео с Парижа, то оно не могло обойтись без Эйфелевой башни. Вон она там светится. Вот это, кстати, рецепция хостела. Достаточно мило. А это я тут за 1,5 евро купил воду. Я понимаю, что это к Олимпиаде в Париже. Мне сделали такую специальную бутылку. Тоже неплохая идея. Всегда говорил, что Одесса, например, может сделать какую-то фирменную воду в таких вот паках. Такой был прекрасный день. 1-3 Италия выиграла Франции в Париже. Я уже буду отдыхать. Завтра в обед вылетаю в Прагу. Там Украина будет играть домашний матч в Праге с Албанией. Тоже надо будет поддержать Украину. Всем спасибо за просмотр.